Привет-привет! Добро пожаловать на канал Просто Шьем. И сегодня мы шьем вот такую сумку-малышку. Эту сумку я изготовил в подарок. Вы тоже можете ее сделать для подарка, а можно для себя, ведь она такая милая. Нам понадобится синтепон для структуры, маленькая молния, я использовал 15 сантиметров, основная ткань сумки, подкладочная ткань сумки. Разметим детали сумки из основной ткани. Раскроим. Наложим ткань на синтепон. По краям синтепон должен выступать, так как в процессе ткань может либо сместиться, либо изменить свой размер. Раскроим. Разметим сетку. Я разметил сетку 1 на 1 сантиметр. Возьмем шагающую лапку. Можно и без нее, но с ней намного проще. Простегаем. Вот такая аккуратная деталь у нас получилась. Не забудем удалить всю разметку. Сделаем язычки для молнии. У меня получилась полоска длиной 2 см с подгибами с обоих сторон. Таким образом, изначальная длина полоски ткани 8 см. Закрепим булавками. Выполним строчку. Теперь возьмем детали из подкладочной основной ткани, молнию и соберем пирог. Ткань складываем лицевой стороной внутрь. Выполним строчку очень близко к молнии. Полпути прошли, полпути впереди. Если вам нравится видео, поставьте, пожалуйста, лайк. Так я знаю, что видео действительно вам понравилось. Для этой сумки-малышки самое долгое – это стягать ткань. Все остальное настолько быстро и просто, но от этого создается настолько красивый фигурный рисунок, что можно и потратить немножко времени. Отогнем, максимально натянем и выполним строчку близко к краю. Так мы защитим ткань от выворачивания, и она не будет попадать в молнию. Повторим для второй стороны. Откроем молнию. Соединим детали. В подкладке должно остаться свободное место для выворачивания. Для меня это 11 сантиметров. Теперь сделаем объемные уголки. Захватим ткань и раздвинем. Выполним строчку. Отрежем лишнее. Сделаем это для всех 4 уголков. Вывернем.
Уголки получились хорошие, все швы пересеклись. У вас получится точно такие же. Закроем низ в подкладочной ткани. Выполним строчку. Заправим все обратно. Сумка готова. Спасибо вам большое, что посмотрели это видео. Если у вас остались какие-либо вопросы, пусть самые небольшие, обязательно задайте их в комментариях. Я постараюсь на все ответить. А если у вас есть какие-либо пожелания, что вы хотели бы еще увидеть, я бы хотел это услышать. Пока-пока.